Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему же она сходит с ума? Что же произошло? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Знаете, такое ощущение, что как будто вся жизнь разрушена. У вас могут быть такие вот мысли, да, вот умозаключения, так скажем, что жизнь разрушена, все пошло не так, все пошло наперекосяк, у кого-то такой жизненный ступор. Почему? Не знаешь, куда двигаться, как двигаться. Вы снова выпадаете императором. Вас в такое состояние загнала женщина, которая, ну опять же, я называю ее снежной королевой. Женщина, которая разрушила не только вашу жизнь, мечтания, какие-то планы. Она разрушила все. С одной стороны, вот знаете, как будто убила, сразила наповал вас полностью. Из-за этой женщины у кого-то может проигрываться даже ситуация, когда кто-то потерял много денег, да, с этой женщиной, кто-то потерял жилье, кто-то еще там какие-то материальные блага, да, вот женщина, которая кого-то обобрала как липку. У кого-то может проиграться, что здесь проблемы с детьми могут быть, вот она не дает, либо же как-то ограничивает общение с детьми. То есть, знаете, вот проигрывается общая такая разрушительная атмосфера в вашей жизни. Вы, возможно, даже до сих пор полностью не оправились от вашего, ну, такого вот душевного, что ли, жизненного кризиса. Вот разрушение, абсолютное разрушение всей вашей жизни. Вы человек, для которого очень важна именно семья и, ну, даже законный брак, я бы сказала. Вот вы считаете, что, ну, как-то должно быть все по-людски, что ли, да, по-человечески оформлено, да, вот именно вот брак, это, ну, наверное, так было еще вашими родителями заложено, что именно брак – это святое. Да, вот смотрите, проигрывается, что вот, ну, как будто бы вообще ни мотивации, ни планов, ну ничего, вот жизнь остановилась. Опять же, у кого-то это сейчас состояние проигрывается, у кого-то это было еще недавно. Но опять же, смотрите, вы же тоже такой товарищ непростой. Как бы вам тяжело не было, вы все равно найдете выход, либо уже нашли. Вот из любой критической ситуации вы всегда найдете выход. Это ваш такой, ну, большой конек в вашей жизни, это ваш большой плюс. Что как бы тяжело вам не было, вы всегда найдете выход из любой задницы, грубо говоря. Вы человек очень подвижный, очень активный. У кого-то может даже проиграться огненного знака зодиака. Вы человек очень большой ревнивец. Вы если ревнуете, то это все, держите меня семеро. Вы, если любите, ну, вы всегда будете ревновать, потому что, ну, вы очень сильно боитесь потерять любимую женщину, вот когда она у вас есть, да? Сейчас я не вижу у вас новой женщины, а вообще вот по жизни вы еще тот ревнивец. Напишите в комментариях, ревнивец вы или нет. Хотя я вам скажу, что вы иногда даже ревнуете, ну, наверное, сами себе придумываете, приукрашиваете ситуацию. Там, где можно было даже не ревновать и не заморачиваться, вы все равно себя накрутите. Ну, есть такая у вас моделька поведения, да, вот накручивать вы себя любите. Вы человек очень чувственный, вы человек очень страстный, вы очень любите, знаете, вот именно чувствовать, что тебя любят. Вот вам очень важно чувствовать. Не просто, что вам будет женщина говорить, что я тебя люблю, а вам важно это чувствовать. И по поступкам, да, по отношению, по какой-то, ну вот по особой какой-то энергетике, которая исходит от любимой женщины. Ну правда ведь? Напишите в комментариях, это очень важно, да? Когда ты, ну, каждой клеточкой чувствуешь, что тебя любят. Это просто, ну, непередаваемое ощущение.
Ну, то, что вы щедрый товарищ, это у вас тоже не отнять. И щедрый, и мечтатель, да? Вот хочется сказать, знаете, вот подытожить, так сказать. Вы вот классный, вот с любой стороны. Вот говорю это абсолютно без лести. Вот то, что вижу, то и говорю. Вот классный, но безумно одинокий. Вот безумно одинокий. Есть некоторая настороженность. Почему настороженность? Потому что много боли было. Настороженность к людям. Есть момент недоверия, есть момент опасения. Одиночество еще как раз и через это недоверие у вас и происходит. Вот именно из-за недоверия. Вы еще такой, знаете, ну как сказать, вот правдолюб, что ли. Есть момент упертости, есть момент какой-то вот порядочности особой, да, вот вы от себя требуете порядка, да, вот пунктуальности, и точно таких же качеств вы требуете и ожидаете от других людей, конечно же. Но, к сожалению, не все люди такие. Вы человек, даже, возможно, глубоко верующий. Опять же, это проиграется, возможно, не у всех. Помним, что это общий расклад. И все так же, вот несмотря на ваше недоверие, вы все так же вы ждете новую императрицу свою. Вам очень хочется, да? Вот вам хочется новую женщину, но опять же вы боитесь и опасаетесь. А вдруг, вот это «а вдруг», оно очень плотно сидит у вас в голове. Вот это недоверие, вот это опасение, оно очень плотно сидит у вас внутри. Момент одиночества, который порой вас, наверное, в ступор загоняет, да? Особенно, когда идешь по улице, а навстречу парочки за руки смеются, да, вот семьи с детьми. Вот бывают у вас моменты, когда, ну, такая грусть, печаль, тоска накатывает, что просто, ну, не передать. Есть такой момент. Сказать, что вы, допустим, какую-то женщину присмотрели для дальнейших каких-то отношений. Вот я не могу сказать, что у вас на данный момент прям, ну, ёкнуло сердечко. Нет. И есть такие женщины, которые, да, вот, которые нравятся, вы их оцениваете. У кого-то может проиграться даже, что вы вот на начальном этапе пытаетесь, может быть, там познакомиться, кто-то переписывается, кто-то, может быть, в жизни с кем-то пытаетесь знакомиться, флиртовать. Но опять же, пока у вас не ёкнуло. Это может быть такая маленькая робкая попытка. И давайте ближе теперь к нашей теме, да, какая же женщина пришла на расклад, которая сходит с ума почему-то, да? Так, что же это за женщина? Эта женщина причинила вам безумную боль. Как раз вот эта распрекрасная мадам. Но это такой привет из прошлого, но это очень неприятный привет. Это женщина, которая разрушает, вот разрушает всю какую-то, знаете, позитивную атмосферу, где бы она ни находилась. Вот хочется сразу ее назвать разрушительница. Она по жизни разбивала сердца, причем это может быть не только у вас. Она облапошивала мужчин на деньги, она делала больно. То есть она, знаете, человек, который абсолютно не задумывается о последствиях. Она включает звезду и вперед, да, покорять новые горы и вершины. Она очень любит себя, она эгоистичная, она может проигрываться скандальная. Но она, несмотря на это, она внутри очень неуверенный в себе человек. Я не буду разбираться, почему, вот эти все какие-то ее страхи, комплексы, да. Это человек, который самоутверждается за счет других. И прежде всего за счет мужчин. Я не удивлюсь, если вы у нее, ну, не первый, да, вот человек, которому она сделала больно, через которого она переступила. Вы не первый и не последний, кому она сделала больно. Это женщина, которая не остановится ни перед кем, ни перед чем, если у нее есть какая-то цель. Вот когда она идет к своей цели, она как танк. Вот она по головам просто пройдет, но она к цели будет идти.
Обычно эта цель связана с чем-то материальным, с деньгами, с комфортом, да. Ну уж слишком любит она это. Но там во лбу звезда горит и корона на голове выше крыши. Это женщина, с которой вы думали построить когда-то, ну, я не знаю, семью, да, кто-то отношения хотел построить, которые перешли бы в семью. Ну, то есть это была женщина, с которой вы планировали быть очень-очень долго вместе, может быть, даже до конца жизни, да, и как в сказке умереть в один день. Это женщина, которая, несмотря на свою звезду во лбу, да, она требует какой-то постоянной поддержки, она любит похвалу, она любит какую-то мотивацию. Вот если она не нравится окружающим, если ее не хвалят, она начинает чахнуть, она начинает еще больше беситься, злиться, самоутверждаться, да, то есть она должна всегда быть на высоте, она должна возвышаться за счет других. Она начинает становиться тогда более агрессивной, злой, она придирается ко всем, да, вот она конфликтный человек, она конфликты может создать просто из ничего. Давайте будем теперь разбираться, почему же она сходит с ума, что же такое с бедной девочкой произошло. А что ж такое? Хочется много денежек, а денежек-то нет. Смотрите, в ее жизни был мужчина, ну, отношения, да, назовем так, это уже было после вас. Был мужчина, с которым были отношения. Мужчина при деньгах, очень неплохие деньги были, даже, можно сказать, там какие-то чувства, искры между ними летали какое-то время. Но она этого мужчину облапошила на деньги. Она этому мужчине очень красиво рассказывала про любовь, морковь. И, конечно же, это были чистой воды манипуляции. Мужчина ее вывел на чистую воду, особенно после ее измены. Смотрите, ребят, она наставила рожки даже своему ухажеру. То есть человек, который склонен к измене, он будет изменять всегда и всем, запомните это. И когда вот мне говорят, что вот человек остепенится, ну не верю я в это. Ну не верю и никогда не поверю. Если человек на букву «Б», да, особенно женщины, ну никогда не будет она ни с кем верной. Да, какой-то период вначале она там похоронит верность, пока это ей выгодно, а потом все равно пойдет направо-налево. В общем, смотрите, какая ситуация. Помимо того, что она облапошила на деньги, да, вот как-то она подставила на деньги мужчину вот этого своего, который у нее был. Плюс она еще ему изменила, и, естественно, он ее поймал на этом всем. Он узнал, что она его облапошила, он узнал, что у него уже рожки в небо упираются. И здесь пошла жара. Человек ее жестко выгнал. Человек, который имел на нее виды, он был влюблен в нее, но она-то видов на него не имела, ну чисто так, спонсор. Он ее выгнал, и теперь она, конечно же, в шоке. Она думала, что он влюблен в нее, он будет все терпеть, да, как это было с вами, вот как по накатанной, знаете, вот как планы такие у нее. С одним прокатила, она думала, что с этим прокатит, нет, не прокатила. Если вы какие-то моменты в ее характере, в ее поведении терпели, здесь не прошло ничего. И у нее снова назрели крутые перемены. Она осталась без мужчины, она осталась без денег, она осталась без красивой жизни. Она сходит с ума, потому что она не знает, что ей теперь делать. Мужчин в ее окружении, с которыми вот она могла бы построить отношения, я пока не вижу. Какие-то там одиночные жезлы, которые, ну, иногда она где-то там по помойкам собирает. Ну, я даже не хочу об этом говорить. Это все не то. То есть она опять же наступает на те же грабли. Вот знаете, она не вынесла абсолютно никакого урока из ваших отношений. Она сделала снова роковую ошибку. Человек, который был влюблен в нее, да, который ее одевал, обувал, там кормил, который, может быть, даже надеялся жить, ну там жить, либо же жениться на ней, да, деньги давал и так далее.
Она его облапошила, плюс еще и изменила. Ну вот казалось бы, да, ну елки-палки, ну что же за коза, так и хочется сказать. Ну что ж ты творишь, да? Ну снова на те же грабли, да? Человек, который тебя кормит, ну не плюй в колодец, придется водички пить, не зря говорят. Поэтому она, конечно же, сходит с ума, потому что это трэш. Куда бежать, что делать? Мужчины особо так с ней не задерживаются. Вот мужчины как-то, знаете, как будто ее считывают с первого взгляда. Вот, но не задерживается. Поматросить и бросить это одно дело, а быть в отношениях это совершенно другое. Я думаю, вы прекрасно меня понимаете. Поэтому она сейчас вот в дилемме такой, в панике. Она реально запуталась в своей жизни. Но человек не делает выводов до сих пор. Она абсолютно не понимает, что во всех своих бедах она виновата сама. Она обвинит кого угодно, но только не себя. Она и этого мужчину обвиняет. Как же так? Он ее оставил без копейки, без денег, да? Он ее выгнал, причем он выгнал ее очень жестко, он ее поставил на место. Он не просто исчез, он выгнал жестко, даже, возможно, со скандалом. Ну, естественно, если даже вы общаетесь с бывшей, она вам этого не расскажет, потому что это позор позорный. Когда тебя просто выгоняют, да, за то, что ты просто, ну, Б, да, вот ты Б с большой буквы. Поэтому, конечно же, она сходит с ума, потому что все пошло наперекосяк, вся жизнь пошла наперекосяк, и я даже не удивлюсь, знаете, вот если она как-то попытается вот к вам попытается подлезать. Вот она подлезть может, но опять же это будет с какой-то выгодой. Это может быть очень такое осторожное подлезание к вам, прощупывание, поэтому будьте очень осторожны. Если бывшая вдруг внезапно появится и захочет с вами как бы все вернуть, так сказать, да? Будьте уверены абсолютно, что значит сейчас в ее жизни жезлов нет, мужчины нет и денег нет. Вот поэтому она про вас и вспомнила. Вот как-то так. Вот такой расклад у нас сегодня был. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!